Всем привет! И мы продолжаем работать в Нижнем Новгороде в компании Самес Кремлин. И сегодня мы с вами поговорим об электростатическом методе нанесения. Мало из вас, кто видел это вживую, но уверен, много из вас, кто об этом слышал. И сейчас мы вам все покажем и расскажем. Итак, давайте посмотрим, из чего состоит наше оборудование электростатического нанесения. У нас с вами тот же самый насос, здесь ничего не изменилось. У нас специальный пистолет электростатического нанесения технологии AirMix. Кстати, можно подключить обыкновенный электростатический пистолет пневматического нанесения. И самое главное, у нас есть специальный блок, который управляет зарядом краски. Давайте посмотрим с вами на пистолет. Здесь у нас идет два шланга. Один шланг с воздухом, один шланг с материалом и провод. У нас есть здесь регулятор факела. И у нас здесь есть выключатель электростатического напряжения. Потом я расскажу, зачем он нужен. И самое главное, что у нас здесь есть, это специальный электрод, который стоит на выходе краски. Он, собственно, и передает отрицательный заряд краски, которая будет вылетать из пистолета. А зачем нужен этот выключатель? При окраске внутренних углов создается эффект клетки Фарадея. Кстати, если вы не знаете, что это такое, то мы оставили ссылку под роликом на Википедию, вы можете почитать. И маляр может легко подать напряжение и снять напряжение с краски при работе с этим пистолетом. А это блок управления. Здесь на самом деле особо нечего рассказывать. У нас здесь есть возможность регулировки напряжения, которая подстраивается под лакокрасочный материал и условия работы в цехе. Электростатическое нанесение работает достаточно просто. Нам нужно заземлить изделие и передать заряд на краску. И создается разность потенциалов, которая позволяет краске притягиваться к окрашиваемой поверхности. И по сути тот туман, который образуется в покрасочной камере, он начинает обволакивать изделие, которое мы с вами окрашиваем. Однако стоит учесть, что не все лакокрасочные материалы подходят для данного метода нанесения. Поэтому прежде чем покупать вот такую вот установку, позвоните своему производителю лакокрасочного материала и спросите, а подходит ли этот материал для нанесения в электростатическом поле. Этот метод идеально подходит для окраски решетчатых изделий, труб или деталей сложной конфигурации. Почему? Потому что та краска, которая улетает мимо, будет частично притянута обратно на то изделие, которое вы окрашиваете. Потери будут в любом случае, но они будут существенно меньше, если бы вы использовали какой-то другой метод нанесения. Ладно, хватит болтать, давайте покажем, как это работает. Итак, цилиндр окрасился абсолютно со всех сторон. Надо, конечно, учесть, что толщина слоя не будет одинаковая и сзади, и спереди, но тем не менее весь цилиндр полностью окрашен. Что нужно сделать, чтобы эта технология заработала на вашем производстве? В первую очередь вам нужно эту установку купить, и вам нужно понимать, что у вас должно быть достаточно много окраски для того, чтобы это оборудование имело потенциал к тому, чтобы его купить. А второе, у вас должна быть высокая культура на производстве, так как если кто-то сломает это оборудование или кинет пистолет электростатический в растворитель и уйдет, то, естественно, оборудованию придет конец. Поэтому нужно очень хорошо понимать, что за этим оборудованием надо очень хорошо следить. А в целом электростатика — это не rocket science, и здесь нет чего-то очень сложного. И если вы видите потенциал в данной технологии на вашем производстве, то смело звоните нам, мы вам привезем наши продукты Langwitzer, которые работают с электростатикой, и привезем специалистов из компании Самес Кремлин, которые покажут, как работает оборудование на вашем производстве. И в целом я уверен, что у вас все должно получиться. На этом все. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Пока!